Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И в сегодняшнем видео я вам расскажу и покажу все, что происходило за последние, сколько тут, неделя-полторы, когда мы с вами не виделись. Наконец наступило лето после каких-то сумасшедших муссонных дождей. Непонятно вообще, что у нас проходило. У нас были такие бури. Я вам обязательно вставлю видео, что тут происходило. Это на самом деле это совсем не смешно, это страшно. У нас сошли валанги, ну это такие земляные лавины, типа такого с гор. Даже некоторые люди погибли, много людей потеряли дома, потому что было очень много дождей. Как я уже говорила неоднократно, у нас май-июнь, и вот половина июля у нас шли проливные дожди. Не просто дождик там летний какой-то за грозой прошел, нет, у нас шел ливень с утра до вечера, ну вот как в самых страшных снах, всемирный потоп, вот как в кино показывают, вот такие ливни были сумасшедшие, и в то же время температура все-таки летняя, и в горах таял снег, и вот эта вся вода, она ринулась в долину, и были здесь, конечно, последствия страшные. Ну, о приятном. В этом видео я хочу вам показать мою готовую работу. Кто видел шот, уже знает, о чем идет речь. Потом я себе позволила сделать новый старт. И покажу, естественно, то, что я вышиваю сейчас, на данный момент. И я надеюсь, вам понравится видео. Так что приятного просмотра! Та-дарам, та-дам! Я это сделала. Перед вами буклет от Rosewood Manor, от дизайнера Карен Клуба. Вот такой вот сэмплер, квакер, не знаю, как правильно называть это все, называется Midsummer's Eve. Вот такой он должен быть, и я наконец-то это сделала. И вот то, что получилось у меня. У меня получилось поярче. Я этому, естественно, очень рада. И вот я сижу здесь на полу в страшно неудобной позе, потому что у меня нет такого стола. Он у меня есть, но там темно. И снимаю вам мою готовую работу и буду сейчас с гордостью хвастаться. Вот такой красивый очень сэмплер был, и я его вышила. Если кто смотрел, знает, что я сама красила ткань. Это ткань равномерного переплетения. Я купила ее в Италии, я не знаю, как она называется. Просто ткань равномерного переплетения. И я ее красила краской для ткани. Вот такой у меня красивый цвет получился, поярче, чем на превью. Я этого, собственно, и добивалась, потому что, на мой взгляд, на превью даже букв четко не видно. У меня же все видно четко, и это мне очень сильно нравится. Вышивать было несложно, абсолютно. Особенно вот эти вот птички, они вообще вышиваются очень быстро, очень легко. И здесь берешь ниточку и шьешь ее до конца, видите, смены ниток нету. С алфавитом, конечно, придется повозиться, потому что здесь смена ниточек очень часто. Здесь постоянно разные цвета присутствуют в каждой букве. Конечно, если вы доверяете своему глазомеру и отчитываете все правильно, вам можно не менять. Но так как я всегда боялась промахнуться, я вышивала сначала один цвет, потом другой цвет, потом третий цвет. И вот так продвигалась, и поэтому у меня буквы как-то они очень медленно шли, но зато они получились очень красивые. Посмотрим чуть-чуть поближе.
Я потом подставляю, конечно, закончила я в 2024, начала я в 2023 весной. И вот год я вышивала этот сэмплер. Ну, естественно, не только этот я вышивала, а еще разные другие. Вот такое красивое получается. Здесь Карен клуба предлагает, видите, здесь такие пастельные ниточки, вот носик розовенький, хохолочек желтенький, сам это ванильный, вот это зелененькие, серенькие, желтенькие вот здесь. Но они настолько бледные и практически не видно этих переходов, поэтому, ну, получается очень нежно. Я сначала вышила вот эту центральную птичку, она у меня просто мгновенно вышилась, так очень быстро и легко, и я такая радостная, думаю, ой, это я это сейчас сэмплер за неделю. Потом я начала вышивать буквы, и я поняла весь фокус этого дизайна. Вот такие. И третий элемент, тоже пара птичек, вот таких интересных, похожих на птичек с короной. Красивые очень буквы. Вот это последнее, что я вышивала. Вот эти вот буквы. И вот этот вот элемент. Я это, по-моему, даже не показывала. Потому что уже хотела закончить, и все. И вы знаете, закончила, положила, и не знаю, интерес у меня пропал. Мне так было интересно, когда я его вышивала, а когда закончила, положила, ну, чтобы вы понимали, он неделю лежал, у меня просто лежал, я его даже не гладила. Думаю, ну надо же хотя бы видео о готовой работе снять. И вот погладила, сделала фотки, и думаю, уж коль я начала, сниму и видео по материалам. Значит, ну, буклет, само собой, был. Заказывала я все на 1, 2, 3 стич. Ткань, как я сказала, это был кусок равномерки, который я сама покрасила. И здесь по ключу у нас идут, вот так покажу, чтобы не светить тут. У нас идут 6 цветов ниток. И здесь, естественно, дается количество, сколько надо этих ниточек купить. Ну, так как я заказала буклет на 1, 2, 3, я там сразу заказала все составляющие, так скажем. Мне прислали. И посмотрите, что у меня осталось, ребята. Ну, это такой, как это говорится, развод лохов. Вы видите? Это вообще, ну, не половина. У меня остались, посмотрите, вот этой зелененькой ниточки 11,23 осталось 2,5 мотка. Какие 2? 3. Ну вот вы представляете, 11,23 у меня осталось 3,5 мотка. Сколько у нас здесь говорят? 7 мотков они предлагают. Нет, 7 не надо. Вам вполне, ну, сколько, если у меня 3 осталось, 4 мотка, и еще половина останется. Еще вот такая половинка останется. Так, дальше. Осталось у меня 2 мотка 11,10. 11,10, они 5 предлагают. Ну вот, 2. 3 будет с головой. Так, 11,29. У меня 1,5 мотка осталось. 11,29, они 2 говорили, вполне хватит одного. Серенького. Серенький у меня номер какой? 11,52. 11,52. Они предлагают взять 2. 1 остался. Если будете экономно, там одного хватит. Может, здесь я взяла одну ниточку из этого. И что тут? 11,39. 1 моток.
У нас они говорили 1. Ну и вот половины вполне. Ну здесь уже как бы выбора нету, 1:1. Взяли и взяли. И здесь 11:08 желтенький. Вот у меня остался моток и еще половинка. 11:08 надо было 2. Вполне хватает 1. Я не знаю, как. Я не скажу, что я очень экономно там, разэкономно это все вышивала. Я вышивала нормально. Я брала нитку в 2 сложения и все. В 2 сложения вышивать. Все делала по этому самому. Не то, чтобы я там, знаете, надо было в 3, а я сделала в 2 и сэкономила на 28-м. Может, когда я поокрасила, у меня каунт чуть-чуть подсел. Может, у меня был не 28-й, а 32-й. Но все равно этого много. Этого, ну, посмотрите, этого очень много. Можно брать половину. Нет, всех остались, всех 6 цветов пооставались. Серый, наверное, больше всего ушел. Да, 11:52. Серый, их было 2 мотка, ушел 1. Но все равно, ну, 1 и кусочек малюсенький. Так вот, если вам будет охота вышить этот дизайн по этими нитками X-Dye-Works, то учтите, что здесь их очень много требуется. В смысле, они спрашивают, а используется половина. И теперь я не знаю, мне надо теперь еще что-то вышить этими нитками. Будет жалко их просто выбрасывать. Ну, не выбрасывать, а куда-то пристраивать. Еще один раз я не буду это вышивать однозначно. И размер, какой у меня получился размер, сейчас скажу. Так, померяем. Получился 43 сантиметра на 28,5, 29. На 29, 43 на 29 сантиметров получился сам дизайн. Ну, это ж еще будет прибавляться по бокам немножечко. Здесь надо будет оставить хотя бы по 3 сантиметрика. Здесь, так как здесь есть рамочка, здесь не требуется никакого, как это называется, паспорту. Буду оформлять я в рамочке. Мне предлагали оформить его в подушку, но так как это крашеное, ну, сама я красила, это не фабричный окрас. Я не знаю, как себя после стирки поведет. Если у меня выстирается, будет обидно. Столько вышивала, и потом потеряется цвет, и будет вот это как на превью, вообще непонятно что. Ну, в принципе, вот и все, ребята. Какой красивый дизайн я вышила. Я очень рада, мне он очень нравится. Очень красивый, нарядный. Просто дикий-дикий восторг. И очень легко и просто вышивается. Так что, если у вас он есть, можете вышивать без даже всяких сомнений. Красота просто необыкновенная. Сейчас посмотрим поближе.
Я каждое утро просыпаюсь, смотрю на этот потолок и думаю, так же 100 лет назад кто-то просыпался и смотрел на этот потолок, и 150 лет назад, и 200 лет назад. Я живу на вилле, которая была построена в 1746 году. И вот эти, конечно, здесь делались ремонты неоднократно, но вот это потолок оригинальный. Его, конечно, реставрировали, подкрашивали, и вот сейчас он уже там просит реставрации, но он оригинальный. Но я боюсь, что это последнее поколение, которое сохранял мой муж, который сохранял оригинал, потому что нынешний хозяин виллы, он все хочет поменять и изменить. Удивительно, как вещи остаются, а людей уже больше нет. Например, этот шкаф, это было приданное бабушке моего мужа. Он был сделан вот в 1901 году. И я до сих пор им пользуюсь. Тут мои вещи. Три поколения пользуются этим шкафом, и этот шкаф еще будет, наверное, служить, если его, конечно, не спалят или не раздолбят. Много-много лет. Тоже в приданное входил вот этот сундук, где я сейчас постельное белье храню. Вот имя бабушки моего мужа. Катерина Анжел София Рихрац. Ну что ж, друзья, не вынесла душа поэта. Не могу я себя остановить. Сирены поют, меня зазывают в пучину морскую. И я решила все-таки начать этот наборчик от Mill Hill. Ocean Song. Песня океана. Так что такая в тему летняя. У нас наконец-то наступило лето. И как раз будет то, что надо. Красивые голубые цвета. Ну, очень мне нравятся эти разработки от Laurel Bench. Лошадки эти были классные. Хотела заказать рамочку. Зашла я на One Two Three Stitch и офигела. Во-первых, у меня подорожала доставка. Если она раньше стоила $5, $4,99, что-то такое, ну, $5, то сейчас она стоит $8. Прикиньте, на $3 дороже. Ну, как бы так не очень это радует. И теперь я и так всегда там заказывала, так собирала в виш-лист, а потом заказывала, чтобы доставка уже как бы оправдывала себя. То теперь мне еще дольше придется делать это все. Ну, вот пока у меня есть. И посмотрела, сколько стоит рамочка. Блин, рамочка стоит $22. Офигеть. Ну, не знаю. Заказала одну рамочку на тему, ну, не знаю, какой-то вариант типа Алиэкспресс, дешевая рыбка, поганая юшка. Ну, посмотрим, что мне придет. Если она мне подойдет, эта рамочка китайская, то я закажу вторую на эту русалку. Потому как... Но здесь еще размеры такие нестандартные. 12,7 сантиметров на 17,8 сантиметров. И я хотела ее вставить, ну, вот этих лошадок вставить в икейскую рамку. Но нету там такой подходящей, такой красивой. Ладно, посмотрим, что там внутри. И вот что внутри, как обычно, обычный набор милхиловский. Надо разобрать будет эти ниточки. Часть, которая мне не очень нравится, даже можно сказать, очень не нравится. И ниточек здесь прилично. Сколько? Ого, ого, ого. Ну вот, вы видите, столько ниточек и вот столько бисера. Бисер в 2 пакетиках.
Мои любимые иголочки от Милхила. Люблю я их. Классные они. Красивый нарядный бисер такой летний. И здесь, в отличие от лошадок, здесь была Аида. Ну, как-то не очень мне нравится то, что это Аида, но тем не менее. Главное не перепутать, вот так вышивать надо. Но зато классно вышивать будет. Видно четко дырочки и размерчик такой приличненький. Вот такая красота. Пойду я разбирать ниточки. Неприятная самая часть для меня. И делать первые мои крестики. И покажу вам, что же у меня навышивалось за вечер. Вот у меня за вечер навышивалось вот столько. Это, я так понимаю, рука этой русалки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. И что пока могу сказать? Могу сказать, что очень приятно, легко и быстро вышивается на конве. Сами знаете, на конве вышивать это одно удовольствие, море удовольствия. Очень приятного цвета такого, это, по-моему, называется цвет Тиффани, если я не ошибаюсь. И пока все с Милхилом. Так, а для того, чтобы показать вам следующую работу, которую я вышиваю, наверное, вот эту летнюю композицию, вот эта лаванда, она так пахнет, я просто, у меня кружится голова от этого запаха. Ну, мне нравится. Сказать честно, я поначалу, мне не нравился запах лаванды, и я не понимала, почему люди балдеют от этого. Но он реально мне зашел. Теперь мне очень даже нравится. Ну, отставлю пока подальше. И покажу вам мой The Garden от Cross and Patch. Дизайнер Эми Бишоп. И я закончила вот этот весь, это называется Herbal Garden. Здесь было очень много интересных элементов. Последний раз, когда вы видели, у меня не хватало вот этого элемента и вот этого элемента. Покажу вам поближе. Вот такой интересный элемент, я его делала впервые. Здесь делаете вот такое колесо, а потом на каждой баре делаете вот такое еще маленькое колесико. И вот такая прелесть прелестная у вас получается. Прикольно. И второй элемент, тоже я его делала первый раз. Видите, он делается уже, здесь бары переплетаются вот так восьмерочкой, не просто обкручиваются, а переплетаются туда-сюда, туда-сюда по 2 штучки. А потом вы строите вот такую штуку и тоже ее оплетаете. Ну и вот эти листочки переплетенные, это уже попроще. Потом я делала мережки. Ну, мережки я тут совершенно не придерживалась описания. Честно говоря, вы знаете, я очень люблю мережки, я умею и знаю разные виды мережек, и я тут уже включила свою фантазию и делала так, как мне нравится. Вот здесь я сделала вот такую мережку, посмотрите, какая она славненькая. Вот эту мережку я увидела последний раз в видео My Needle чего-то там. Я так думаю, тоже это украинская блогерша, но она просто под музыку показывает, как делаются мережки. И очень часто мне нравится. Там у нее, конечно, она чуть-чуть по-другому сделана, я ее модифицировала. У меня вот здесь 2 строчечки переплетаются, и вот здесь, а у нее там 3, ну, потому что крупнее мережка, а здесь маленький у меня был, как это сказать, расстояние, и поэтому я сделала так. И настолько она мне понравилась, что я ее повторила и на вот этой стороне сделала эту мережку еще один раз вот здесь. Ну, она классная.
у меня здесь прям вот угол каких-то кружочков, 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 кружочков. Потом я сделала вот такую мережку, опять же потянула меня на вот эти все шайбочки, шарики. Вот эту я мережку, по-моему, ну это самая простая мережка, которую можно придумать. Вот это мне не понравилось, как-то что-то я тут хотела что-то другое, у меня не получилось, и я оставила так, как есть, не стала я переделывать. Вот это та же самая, что я вам показала, но только здесь 645, по-моему, цвет, а там экрю цвет. И вот такая мережечка. Эту мережечку я сделала потому, что здесь дальше идет, вот как вы видите, вот такая вышивка гладевым швом. И она как бы сочетается с вот этой мережечкой, мне кажется. Потом первый раз я делала, это не мережка, может тоже можно ее назвать мережкой. Ну, честно говоря, я не очень сильно поняла, как она делается. И потом я только на фотографии рассмотрела действительно, как она делается. Вы делаете вот так, захватываете, делаете вот этот козлик, захватываете 4 нити переплетения вертикальные. И вот так проходите в одну сторону, а потом проходите в другую сторону через 4 нити переплетения горизонтальные. И тоже делаете козлик сверху. А потом между вот этими расстояниями вы обматываете вот таким вот образом. Ну, когда ты знаешь, это кажется вообще проще пареной репы. Но когда ты смотришь вот так и не знаешь, как это делать, ты думаешь, блин, надо выдергивать здесь ниточки, не надо выдергивать здесь ниточки. Короче говоря, я записала там видео, сделаю коротенький шотс, там будет, наверное, понятно, если кому-то вдруг понадобится. И вот это, опять же, такая же точная мережка, как вот эта, просто переплетается. Опять же, козлик идет внизу, потом здесь по 2 ниточки переплетения, вы переплетаете, просто-напросто делаете эту 8-очку и все. И вот на таком этапе это у меня, ну, значит, там в описании все вот эти штучки разделены. Это линия 1, линия 2, линия 3, линия 4. Так как я начала снизу, у меня там, наверное, 8-я была, потом 7-я была, потом 6-я, потом этот Herbal Garden. Короче, вот это 4-я, вот эта мережка. 4-я, это, значит, мне осталась 3-я, 2-я и 1-я. 3-я там будут, ну, такой тоже гладевой стежок, знаете, как уголочками такими. Потом будет вышивка тоже гладевыми стежками, там и желуди будут, и цветочки будут. Дальше будет снова лента вот таким вышита, но я не помню там, как это делается, ну, по ходу движения увидим, как это все делается. И только потом будет вот этот венок с хардангером внутри. Ну, короче говоря, еще половину делать. Но зато полюбуйтесь, какая красота это получается. Мне нравится очень. Мне... Недавно смотрела видео чье-то, и мне рассказывали за вот эти... Мне в видео вышивальщица рассказывала за вот эти нитки. Thread knits. Хлопковые крашеные нитки. И она сказала, что они линяют. Прикиньте. А чё ж я тяну резину, если они линяют? Мне-то это стирать не будут. Смотрите, особенно здесь у меня сколько. Это ж все эти нитки. Если они линяют, то, наверное, мне надо поторопиться дошить это, чтобы его не запачкать. Ну, хотя я его, когда не вышиваю, я его складываю, убираю, оно не пылится, не лежит нигде там, чтобы пятна на него попали. Так что
Я даже не знала об этом. Надо взять, у меня есть еще вот такая. У меня закончилась память на телефоне и прервалась. Пришлось чистить там все, чтобы место было дозаписывать это видео. Ну вот такой красивый, собственно, дизайн, такой красивый сюжет у меня получается. Мне он очень нравится, и я надеюсь, я его в скорейшем, по возможности времени, закончу. Следующее у меня бисерный дизайн от Reflet des Soins. Вот такой он должен получиться. Вот такая подушечка должна получиться. И посмотрим, что же я навышивала. Ну и вот, что я на данный момент навышивала. Было до этого, что я вам показывала, у меня был бордюр только. И вот эту часть я еще навышивала. Посмотрите, как красиво выходит. Я когда на улице вышиваю, и солнце, знаете, попадает, оно так блестит, он такой классный получается. Но вот сейчас нет солнца, оно не так блестит, но он очень приятный, он очень такой, знаете, на ощупь классный. Ну, что здесь рассказывать? По рядам я вот так вышиваю. Конечно, это занимает время, особенно если здесь вот у меня, как вы можете видеть, очень много одинакового цвета, и это было гораздо быстрее, и шло это все гораздо быстрее, то здесь уже, ну, во-первых, здесь идет линия, ты постоянно меняешь этот цвет, этот цвет, этот цвет, ну, короче говоря, по одному здесь, потом дальше тоже здесь 3-4 меняешь и идешь дальше. Я не знаю, каким вы способом пользуетесь, вышивая бисером. У меня вот этот, ну, показывала я в прошлом видео, органайзер от волшебной страны, ну, там по секциям разложены. И вот я когда беру вот такую очень длинную нитку, и когда сижу вышиваю, потом тянусь к столу, и все. Но когда нитка заканчивается, потом это становится страшно неудобно тянуться к столу и брать. Я думаю, это все вот так мучаются, или только я одна не знаю, какой-то метод, которым можно более удобно и быстро вышивать. Если вы знаете, подскажите, скиньте мне ссылку на видео на какое-нибудь, как вышивать бисером более быстрее и не так трудозатратно. На изнанке это вот так выглядит. Надо пообрезать эти ниточки, которые закрепленные. Еще я поняла для себя, что я плохо закрепляю, когда в конце. И поэтому я сейчас начала прям иголочкой несколько раз проходить вот так через несколько, ну, возвращаться. Я, допустим, шью в эту сторону, а потом возвращаюсь этой же ниточкой в эту сторону, а потом еще раз. И таким образом закрепляю, потому что у меня получилось так, что несколько бисеринок просто тупо отпали. Я думаю, что за ерунда. Потом посмотрела, я, оказывается, плохо закрепила их. Ну вот как красиво выходит. Казалось бы, такие цвета какие, ну, никакие, а как по итогу, как красиво получается. Очень красивый сюжет, но такой кропотливый, скажем так. Так. Великолепно. Что ж, друзья, это, пожалуй, все, что я хотела вышивального вам показать в этом видео, то, чем я занималась последнюю неделю и что я вышивала. А в конце, кому интересно, можете посмотреть, какие последствия дождей и ураганов у нас здесь. Я там сняла несколько кадров. Так что я с вами на этом прощаюсь. Я надеюсь, вам видео понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, какой вам процесс понравился больше всего, какой вы ждете завершения. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. У нас ночью какое-то светопредставление было. Посмотрите, что тут ветки какие с этого дерева.
веточка упала, зонт упал. Короче, капец какой-то. Так страшно было. Озеро какое-то, сколько воды. На озеро покупаться, посмотрите, помните, я вам говорила, буря была у нас. Дерево свалилось, и это еще цветочки, сейчас покажу. Там было огромное дерево, и оно упало прям на лодке. Вот это огромное дерево было, оно упало, и посмотрите, людей, капец лодкам называется. Жесть. Это какая-то лодка, все. Огромное дерево, вон, посмотрите, его выкорчевало с корнем. Так, боже, капец, вы видите, что это было? Да. Наконец-то вышло солнце, надо высушить все, что намокло, когда шел дождь. Покажу вам любимую мою гортензию. Ее, конечно, дождем прибило, она вся упала. Посмотрите, какая красивая. Огромные такие. Там, которые обыкновенные гортензии. Вот такая розовая. У меня почему-то все розовые и белая. Ну, говорят, там кислотность, от кислотности. Видите, как повалило. Сегодня не получится покупаться, потому что после этих дождей вот тут нанесло всего. Неохота мне лезть. Я понимаю, конечно, что это дерево и опилки, но все равно. Вон, естественно, пластика. Какие люди сволочи. Зачем это делать? Зачем бросать в воду всю эту гадость? Ну, у нас есть вон такая штучка, и они ей чистят. Вот, сейчас уберет все, и можно будет купаться. Завтра, наверное. А вы знали, что в 70-х в этих красивых озерах в Швейцарии нельзя было купаться, потому что они были полностью заражены этими водорослями, а они для человека были ядовитые. И потом начали чистить вот такими штуками. И теперь можно купаться и наслаждаться.